Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня в видео я хочу вам показать еще одну свою рубашку, связанную в технике поперечного вязания, но уже спицами. Когда вышел мастер-класс на рубашку Молка, то попадались такие комментарии, где девочки писали с сожалением, что владеют только спицами и совсем не владеют, к сожалению, крючком. По правде хочу сказать, что тема рубашек меня в этом сезоне захватила, и минимум еще одну мне бы хотелось связать. Но акцент уже будет не на технике вязания, да, так как это поперечное вязание крючком, это поперечное вязание спицами. А в следующей рубашке, которую я планирую связать, я хочу сделать акцент именно на узоре. Вдохновилась я вязанием рубашки, увидев в магазине сшитую рубашку свободного силуэта с полосками. Мне захотелось эту идею воплотить в спицах. То, что получилось, мне очень понравилось, хотя скажу вам честно, что когда я вязала, я немножечко все равно какие-то сомнения у меня были. Эту рубашку я назвала висконтия. Почему? Потому что в составе пряжи вискоза. Все, что здесь использовано, это пряжа с вискозой, но она разная. Здесь один цвет, он более яркий, который выделяется, а два других цвета более приглушенные. Если бы мы все три цвета брали бы яркие, да, то глаза бы разбежались. Конечно, должен быть какой-то акцент на одном цвете. Желтенький и такой цвет зелененький, это у меня остатки пряжи. А вот эта пряжа мне была подарена в этом году на Новый год Татьяной. Из этой пряжи я еще, конечно же, буду вязать. Давайте сейчас посмотрим, как эта рубашка смотрится на мне. Мой образ, который я вам представлю. А затем, кому интересно, как связать подобное изделие, очень простое, я вас приглашаю на мастер-класс. Связано на 44 российский размер. И вот здесь уже, когда я камеру повернула в обратном направлении, мы видим здесь, какие здесь цвета. Вот этот коралловый цвет, он более яркий, эти два цвета, они более приглушенные. По параметрам давайте я вам скажу, что у меня здесь получается. Вы видите, что плечо спущенное у этой модели. И, соответственно, у нас вот эта длина будет меньше, вот эта длина будет больше. Так, здесь, значит, от нижней части у нас получается длина 46. И уже в самом конце 55. То есть вот 9 сантиметров разница у нас получается. Так, по ширине. Подойдет рубашка 44-46 размер, так как она свободного силуэта. По ширине получается почти 50 сантиметров. Значит, плечо в этой рубашке у меня 20 с половиной сантиметров. Пройма 20. Наверное, все я вам сказала. Здесь воротничок, хотя в пряже, в составе которой есть вискоза, такая тоненькая, вязать воротничок достаточно сложно. У меня здесь и уплотненный край, и с этой стороны, и с этой стороны. Воротничок я делала небольшой специально. Здесь, конечно, можно сделать абсолютно разный воротник, какой вам понравится, как я вязала. Я вам, конечно же, это все дальше покажу и расскажу. Ну что ж, с этой работой
справится даже начинающий, потому что здесь все очень просто. Ну что ж, кого заинтересовало, давайте начнем. Не сказала про пряжу, какую пряжу я использовала. Основная пряжа — это Yarnart Style. В составе 67% хлопок, 33% вискоза. В 50 граммах 185 метров. Это цвет 652, такой цвет шампань молочный, не белый, вот здесь видно. Дальше я использовала пряжу жемчужную от Пехорки в 2 нити. Это вот такой цвет коралловый и желтый цвет. Зеленый, вот этот цвет яблочко, это у меня пряжа 100% вискоза. Вот она. В 2 ниточки. Это пряжа, которая продавалась, Салют, что ли, она называется, 100% вискоза. Я ее покупала в Leonardo очень-очень давно. Вот такой вот, там был только цвет, и я взяла просто попробовать. Вот она у меня лежит. Вязала тоже в 2 ниточки. Вот эти тонкие полосочки. Крючок использовала. Вот так, извиняюсь, спицы, здесь же спицы. Спицы использовала 3. Спицы номер 3, Mindful от Knit Pro. Спинку и правую полочку мы начинаем вязать одинаково. Набрала я на спице 88 петель и провязала сейчас 3 лицевых ряда. Далее мне нужно будет в конце ряда выполнить прибавку для того, чтобы у нас получился скос плеча. Вот я провязала все петли до конца ряда, у меня осталась последняя кромочная. И перед этой последней кромочной из протяжки я делаю добавление петли. Провязываю ее лицевой. И дальше кромочная. Первый раз я выполняю прибавку, когда провязала 3 лицевых ряда. Далее я буду делать прибавки через 4 лицевых ряда. Маркеры я вешаю для того, чтобы мне потом, когда я буду вязать вторую половинку, было удобно видеть, в какой части делаются прибавки. Не считаю уже ряды, полосочки как раз нам будут сигнализировать, где делаются прибавки. Сейчас провязываю изнаночный ряд, и дальше, значит, я перехожу на другой цвет. У меня смена цвета. Всего я провязала 4 лицевых ряда, и теперь я меняю цвет. Провязываю лицевой и изнаночный ряд другим цветом. Также считая, что мне нужно после моего прибавления провязать 4 лицевых ряда, чтобы в следующий раз сделать прибавку в конце ряда для скоса плеча. Провязываю лицевой и изнаночный ряд. Как я выполняла смену цвета? Провязала полоску кораллового цвета, это лицевой и изнаночный ряд. Дальше я провязала 4 лицевых ряда, желтая полоска 2 лицевых ряда, зеленая полоска 1 ряд. Это 100% вискоза, очень красиво блестит. Это вообще вся пряжа с вискозы, а это 100% вискоза. Провязала изнаночный ряд и еще 2 лицевых ряда, то есть здесь вот на 1 ряд больше, но как бы это не сильно заметно. Дальше опять желтая полоска, 4 лицевых ряда, коралловая полоска, 4 лицевых ряда, желтая. То есть вот таким образом я чередую свои полоски. Через каждые 4 лицевые ряда я выполняю прибавки. Вяжу на всю длину скоса плеча. Сколько это сантиметров, я вам скажу. Давайте скажу вам, сколько это сантиметров у меня получается. Получается 22 сантиметра.
нужно провязать 22 сантиметра. Вот я смотрела по полосочкам, чтобы у меня все как бы было красиво. Дальше я вам покажу, как значит уйти на горловину. Ну и дальше здесь как бы все будет понятно. Это покажу, как делаем. И дальше как вывязываем саму горловинку. Выполнено 7 убавок. И теперь мне нужно закрыть петли на горловину. По спинке я закрывала 10 петель, на полочку 20 петель. Это у меня правая сторона, поэтому здесь я закрываю по изнаночной стороне. Первую петлю снимаю, провязываю изнаночной, первую петлю набрасываем. 1, 2, 3 и так до 20. Далее продолжаю вязать по узору вперед, вывязывая горловину. Я провязала горловину по спинке, и теперь мне нужно подняться, чтобы вязать плечо. Вот эту часть добрать, чтобы спица не стучала. Последнюю петлю кромочную я провязала лицевой, так как будет дальше продолжение. И набираю 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первую петлю мы не снимаем, мы ее будем провязывать. Провязываем эти петли изнаночными, потому что с обратной стороны это будут лицевые. Ну и все, далее мы провязываем изнаночными петлями, и нам нужно будет уже с этой стороны, если мы с этой стороны на плечо делали прибавки, чтобы у нас скос был, то с этой стороны мы уже будем делать убавки, только в обратном направлении. То есть мы сейчас провязываем, у нас получается, считаем сколько рядов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов мы провязываем. Вот у нас уже, считайте, первый, и еще 6. И будем делать уже вот здесь с края убавки. Я вам покажу сейчас, как это делать. Еще посмотрите, я пересчитала, и не 7 здесь, а 5 получается. Вот здесь 5 рядов. Идут полоски в зеркальном отображении. То есть я посмотрела, вот у меня один ряд молочного цвета, дальше идет желтый цвет, и дальше перед зеленым я должна сделать убавку. То есть можно даже не считать, а посмотреть, где у меня убавка, в какой части идет, перед какой полоской. Вот сейчас у меня должна быть убавка. Вот я провязала. Я сейчас провяжу следующий ряд изнаночный, а дальше у меня будет вот этого зелененького цвета ряд. Значит, у нас убавка и скос плеча идет вот так. Значит, я провязываю 2 петли с наклоном вправо. Для этого я 2 петли разворачиваю, провязываю 2 петли вправо. Все. Дальше, значит, я также вяжу. У меня получается, смотрите, где у меня маркер повешенный. Я провяжу здесь зелененькую, вот эту молочного цвета, желтую, и после желтой полоски я сделаю следующую убавку.
И так вот как раз эти маркеры я и вешала специально для того, чтобы видеть, сколько прибавок и через какой шаг прибавки сделаны. Когда есть какой-либо узор, здесь идут полоски и очень удобно считать. Значит, провязав, когда я выполнила убавление по спинке, это 10 петель, я дальше продолжила вязание. То есть у меня перешла я на цвет вот этот коралловый. Дальше я сделала желтую, зеленую полосочку, желтую, коралловую. То есть вот эта ширина, давайте я вам скажу, какая здесь ширина получилась. Получилась ширина 17 сантиметров, вот здесь. И далее, когда я перешла уже, да, вот сюда к желтому цвету, я добавила эти 10 петель и продолжила вязание. Это по спинке. То есть, когда есть вот эти вот полосочки, очень удобно сосчитать. Когда мне нужно было вязать полочки, то есть я посмотрела по спинке, у меня середина это вот эта зеленая полосочка. По передней части, так как здесь должна быть планка, я закончила на желтой полоске. Здесь у меня еще провязан лицевой изнаночный ряд, а дальше я перешла на планку. Вот с планкой я думала, какую связать планку, как отдельно, поперек. Все-таки решила, что это, чтобы она вязалась поперек, и можно было бы связать двойную лицевую планку, но тогда как делать петельки, да, для прорези. Поэтому я здесь сделала планку лицевая, изнаночная меняется в каждом ряду, да, мелкий рис называется. Затем у меня уже, так же как и в рубашке мока, я обрабатывала айкордом крючком все полотно для того, чтобы это красиво смотрелось. Да, видите, тоненько, аккуратненько, мне очень понравилось. Когда я уже связала прорези, делала 2 накида, а потом спускала и провязывала с соседней петлей этот накид. Рассчитала через сколько у меня, через 12 петель. Через 12 петель. Вот здесь вот поменьше сверху, а вот здесь везде по 12 петель. А потом, значит, когда я связала обе полочки, полотно у меня сшито, значит, соединительными столбиками. Вот оно, спущенное плечо. Сшила боковые швы, выделив на пройму необходимое количество. И уже потом в конце, когда я связала воротник, я уже потом обвязывала айкордом крючком. Вяжу воротничок к рубашке. Сначала я выполнила ложную кетлевку, набрала петли по одной стороне, по другой стороне 2 ряда провязала лицевых. И следующий ряд провязала с обеих спиц 2 петли вместе. Далее воротничок. Не забываем, да, то, что у нас воротничок, там, где лицевая сторона воротничка, то это изнаночная сторона нашего полотна. Решила я, что это у меня будет воротничок обычной лицевой гладью. Но я делаю двойную кромочную, чтобы край вот так вот не закручивался, хотя потом я буду весь воротник еще обвязывать. И в конце воротника хочу сделать уплотненный край. Спицы я взяла тоже тоньше, спицы 2,5. Значит, как провязываю вот эту вот двойную кромочную в начале и в конце. Здесь у меня просто лицевые петли, а по изнаночной стороне я провязываю следующим образом. Первую петлю снимаем, нить перед работой, вторую петлю снимаем, а дальше начинаем провязывать петли изнаночными и провязываем так до конца ряда. В конце у меня осталось 2 петли, я тоже их снимаю, не провязывая нить перед работой. В лицевом ряду, начиная с первой петли с кромочной, мы провязываем их лицевыми петлями. И первую,
и вторую. И далее продолжаем вязание. В конце точно так же провязываем петли лицевыми. Высоту воротничка вы определяете сами, мне достаточно, и я хочу закончить воротник уплотненным краем. Что я для этого делаю? Первая петля у меня кромочная, я ее провязала так, как у меня. И вторую петлю я тоже провязываю, так как они у меня были снятые. Начиная с третьей, 1, 2, пропускаю петли, и вот эту петлю из протяжки поднимаю, провязываю 2 петли вместе. Первая петля, вторая, третий ряд из протяжки поднимаю, провязываю 2 петли вместе лицевой. Еще раз 1, 2, из протяжки поднимаю третью петлю и провязываю 2 петли вместе лицевой. Вот он уже видно, получается такой уплотненный краешек. Так я вяжу до конца. Последние 2 петли у меня были сняты, я их провяжу просто лицевыми. Здесь у меня уплотненный край и плюс айкорд крючком, поэтому краешек получился, видите, такой очень плотненький. Ну и спицы я здесь вязала 2,5, но он все равно тоненький, но мне достаточно. Мне не хотелось на этой рубашке большого воротника, потому что здесь полосочки, а воротник он однотонный, поэтому мне не хотелось, чтобы он очень сильно забирал на себя внимание. Вот такое изделие, простое, легкое, свободное, на лето отличное изделие. Вяжите с удовольствием. И как всегда в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.